Всем привет! Хотел поздравить вас с Новым годом, с наступающим, с праздниками, пожелать всего самого лучшего. И продолжаем собирать скутер из старых запчастей. В прошлом видео мы ставили вакуумный кран, поставили, и он капал. Он сначала капал, но потом на следующий день он сам перестал капать, и все нормально. То есть он рабочий, все получилось его восстановить. А в этом видео поставить хочу карбюратор. Ну, давайте попробуем, что. Где той карбюратор? Где-то был. О, есть. Это видео без всяких подготовок, я просто снимаю. Импровизирую. Вот такой карп. Оригинальный Делорто. Это ж оригинальный, да? ПХВА 12. Но нам надо сейчас его полностью разобрать. Ибо я не знаю, что с ним. Изолента. О, кстати, фишка. Или мы потом переделаем фишку. Вдруг она не подойдет, эта фишка. Она не подойдет, наверное. О, бачишь. Тут уже косяк есть. Жесткий косяк. Это очень жестокий косяк. Мы его, конечно, ликвидируем. Да, ну, в общем, я понял, что тут много. Мы начинаем его разбирать. А потом будем собирать. А вообще по мануалу какой тут идет? Надо посмотреть. Делорто 12 нам подходит сюда на Yamaha Joe стоковый. А это оригинальный клапан? Может, это не оригинальный? Может, он китайский? Как его понять? Сейчас спрошу в телеграм-канале. Кстати, да, подписывайтесь, там фоточки всякие. Но вот сейчас идет видео. Видео еще не вышло, неизвестно, когда выйдет. А сейчас можно уже там спросить, например, у кого-то. Что-то я не могу его визуально отличить. Вроде китайский. Бо там якісь на резиночки рисочки есть. Якісь подозрительные. Наверное, это китайский. Просто фишку, может, перепаяли сюда. Некачественно тут она сделана. Вот нашел в мануале карп. Да, вот я спросил, это оригинальный. Да нет, это не оригинальный, наверное. Так и видно, что он что-то не похожий на оригинальный. Тут такой проект чувака крутой, ты что гонишь? РТ на Дио, ты что гонишь? Я бы тоже хотел так сделать. Короче, прикольный тут маленький телеграм у нас. 17 участников. Ну ладно. Посмотрим еще Yamaha Vino. Или вино. Какой тут идет карп на 5 БМ. И какой идет жиклер. Ну тут видно, что на 2 тросика идет. С такой качелькой, как на Yamaha Gear. Что-то у него на 2 тросика тут. Ага, уровень надо будет выставить. Ого. Подуть надо? Ого. Закрывается ли, да? О, это интересно. Вот он дует. Так я дул сюда. Оно там что-то... Или я не с той стороны? Не, я тут дул. Помните, я дул сюда? Или я снизу дул? Я не помню. Или я с другой стороны дул, а там эмульсионная трубка, я не смог проверить. А надо дуть с этой стороны. О, это интересно. Чекинг. Ну, я хотел его... Не просто поставить, так как он есть, взял, прикрутил и все. А хотел разобраться в нем.
Полностью в жиклерах, во всех. Уровень там. Вакуум. А вот пусковой тут 60 стоит. Ты что гонишь? Да, это ж на обогатитель 60. Да, должен быть 42 там или 46. 48 или 46, а тут 60. Значит, мы обнаружили первый косяк. Сейчас попробуем. О, игла оригинальна. Дальше игла оригинально стоит. Прикольно. Значит, главный топливный 70 у нас стоит. А этот рядом, подожди, это обогатитель. А это кто? Жиклер холостого хода? Да, наверное, это жиклер холостого хода 36. Пластмассинка есть. Игла есть, оригинальная игла. На 5 положений. Но она такая тупая, видите вообще? Не острая. Интересно. Надо с жиклерами разобраться сейчас. Заслоночка оригинально. 40 номер там. Еще винт вот это. Качество. Надо проверить, есть там все резиночки на нем. Вот такой болтик тут. После него там что-то есть еще. Дальше пружинка. А резиночка где? А что тут нету? Что-то там нету ни резиночки, ничего. И так должно ж быть и какая резиночка там, по идее. В общем, смотрите, я пробил, чтобы точно знать. Вот это стартер джет. То есть это подсоса. Жиклер на подсос. Он должен быть у нас 46. О, бач, стартер джет 46. А у нас он 60. То есть чуть-чуть типа богатая смесь. Может заливать. А может наоборот лучше заводиться на морозе будет. Но факт того, что он больше. Следующий. Вот это основной, который. Это Майнджет. Майнджет это главный жиклер. Это главный. Он у нас 70. А должен быть по мануалу 64. 64, да? Да. Тоже он больше у нас. То есть у нас уже 2 больше. И следующий, это, я так понял, на холостой ход 36. Пилот джет должен быть 46. А у нас он 36 маленький. На холостом ходу будет беднить его. Надо больше 46. Пилотный жиклер маленькая, холостого хода. И частично при открытии дросселя. Должен быть 46, а тут 36. На 10 единиц, да. Я оказался не готов, нет у меня. Олег не готов. От 130 жиклера есть. От 160 до 180. А нам надо 64. Это жиклеры для психов. Тюнингистов. Тут нету такого. И таких маленьких нету вообще тоже. Ну это хондовский. Тут есть типа кейхиновский. Но там большое значение. Там что-то 80. В общем. Над 46. Ну, получается нету у меня жиклеров. Надо жиклеры. А значит все останавливается. Бачишь, там сквозное отверстие. Вот тут должен был быть.
Еще один такой медный штуцер, его нету, прикинь. Это так попадало. Вот это склад карбюратора. Может кто-то посоветует поставить какой-то другой. Вот это что за фирма-то? Это, наверное, китайский. Еще и вверх ногами написали. JVBP какой-то. Ну тут, смотрите, есть. А, он лопнувший. Есть, но он лопнул по кругу, что-то он лопнул. Потом есть тоже вот оригинальный. Моторы Минорелли. Может такой поставить? Но тоже неизвестно, что с ним. Еще есть. Еще один мотор Минорелли. Тоже типа с 2.1 можно собрать. Может такой поставить? И вот еще есть запчасти. И вот этот штуцер, бачишь? Может попробуем запрессовать вот это. Надо забрать отсюда. Надо отжать. Вот я отжал его. Отжал себе. Ну попробуем. Но жиклер это все равно надо. Вот, тут вообще 105. 105, а тут 45. О, 45 нам подходит. Почти, да, там 46, а у нас будет 45. Да, вот этот маленький идет сюда. Вот это для него штуцер. А это на маслобак. Нет у меня маслобака, я не могу найти его. Тут тоже 45, да, 45 я взял себе один. Стартовый. А главный 70. 64 нету, есть 105, 78. Надо будет как-то грамотно запрессовать его сюда, чтобы оно плотно там сел. Бачишь, легко уставляется. Как должно быть, вот. Вот этот штуцер. Он должен быть вот так, чуть-чуть вверх. Типа горизонтально и чуть-чуть вверх. Вот так надо его запрессовать. А вот тот смотрит сюда, он вообще не туда смотрит. Тоже надо его. Штуцер вот этот. Ага. Вот чуть-чуть. Вот так примерно. Смотрите, куда у него топливный шланг выходит. Бачишь, назад. А у меня он вот сюда. Надо тоже его поворачивать назад. То есть он должен вот так смотреть. Как в оригинале. В сторону воздушного фильтра. Динодиод. То есть надо тоже его провернуть. Если он провернется сейчас. Да, он проворачивает. Знаешь, тут кто-то что-то намутил уже. Да, должен вот так быть. Все, но они все двигаются, прикинь. У нас с него начнет все вытекать. То ж надо их запрессовать, забить, и что. Еще эмульсионную трубку, шуруп закрутил. Достать, хочу ее вытащить. О! Что тут 210 PQ. Made in Italy. Ну ладно, давайте тогда его помоем. Раз он Италия. Попробуем его восстановить. Вот эти штуцеры тут. Ну этот еще держится плотно, а эти... Этот вообще, а этот чуть-чуть хуже. По-моему, надо отмыть этот движ.
Я думал аквабластингом, но если где-то шарик какой-то попадет, перекроет канал. Или потом повыдувать, да? Аквабластинг, да, оно его чистит типа как новый сделает. Заодно и проверим, будет там стеклошарики, ну. Будет он работать после бластинга или нет. Закинул в аквабластинг. Аквабластинг. Да, уже закинул и пластмасс, и болтик там. Сейчас надо сполоснуть и покажу вам. Бензином эти запчасти мелочи. То бензиновый движ. Все отмылось идеально. Ну давайте попробуем один способ. Я не знаю, получится оно или нет. Ну давайте попробуем. Мне самому интересно, посмотрим вместе. В общем, смотрите, что я придумал сделать. Берем вот этот латунный уголочек. Зачищаем вот эту поверхность. Да так, чуть-чуть, нулевочка. Вот я ее зачистил. Теперь надо тут зачистить тоже. Вот то отверстие. Тут есть разные буры там. Мужики мы с буром. В общем, буром таким пошкрябаю там, чтобы была адгезия, типа зацеп. Отверстие. Но оно типа как заполировано там. Зачищаю. О, зачистил там. Дальше ацетон. Обезжирим. Ацетончиком. Хопа. Там обезжирили. Вот этот уголочек тоже. Ну вы уже догадались, да, что будет? Специальный фиксатор. Но я не знаю, он тут сработает или нет. Это Loctite анаэробный. Но какой именно, не знаю. Тут нету его на той наклейке. Так мне его продали. Не видно, не знаю какой. Какой-то Loctite анаэробный там. Я когда-то две алюминиевые болванки вот так намазал, их просто сложил, а на утро бил вот так еле отбил. То есть оно очень сильно держит. Вот так он выглядит. Какой-то розовый. Сейчас мы его наносим тут.
Ну все, я просто вставляю его. Все. Оставляю до завтра. Встретимся завтра. Посмотрим, ну, попробуем оторвать, вытянуть, как оно держит, сильно или нет. Но я на него ставил подшипники, прослаблено было в картере. Подшипник вставлялся от руки. Я намазал вот этим. И держится нормально все. Оно, ему надо, чтобы было, ну, без доступа кислорода, тогда оно засыхает. А так оно не засыхает. Вообще прикольная штука, посмотрим. Ну вот сутка прошла, уже сутка. Вот сегодня вечером будет сутка. Ну что, начинаем тестировать. Как его протестировать? Я там даже не вытирал внутри ничего. Вот там есть. Нам сейчас самое главное протестировать. Ну давай сначала рукой попробуй. А как его вообще тестировать? Попробовать свернуть его, да? Ну давай сейчас попробуем. Ну. Опа. Ага. Держится, понял? Интересно, он стоял на печке в теплом месте. Давай, например, будем тянуть сейчас. Посмотрим, сколько килограмм оно выдержит на сворачивании. Я думаю, с усилием 10 килограмм это как ведро воды. Никто не будет висеть на этом штуцере, правильно? Если 10 выдержит, то значит рабочий способ. А ну давай. Лежь. Главное ничего не сломать. Сколько там уже? Восемь. 10 килограмм держит спокойно. То я думаю, дальше нету смысла тянуть. Бо можно отломать вот эту латунную штуку. Да, я не ожидал, блин, что оно получится. Классно. И плюс я решил еще усложнить задачу его. Удлинить рычаг. Вставляю бур сюда. Он до конца, получается, не вставляется. Ну ладно. Ну сейчас может уже отломаться. Вот так. Рычаг удлинил, понял? Так, подожди, бо оно сразу что-то фиксирует. Тара. Погнали. Вам видно, да? Так, 5, 7, 8. О, давай, 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 давай. 10 есть. Короче, держит 10 килограмм. Не буду ломать, зачем? Потом опять клеить. Ну, типа предел про... Не, давай попробуем, когда оно сломается. Ты что, гонишь? Вот тут через алюминиевую плиту. Вот тут через доску. У нас же есть еще фиксатор. Если оно его провернет, то хоть будем знать, насколько сильно оно держит. Так, вот я включаю. Вот килограммы. Килограммы и погнали. Предел прочности. Сколько там? Ты что, гонишь?
Ты что гонишь, чувак? 20 килограмм, ты что гонишь? Вот это да, да не буду я ломать. Хорошо оно зафиксировалось. 20 килограмм, ты что гонишь? Хочу повытирать, а то внутри. Бачу, там внутри. То надо повытирать, оно ж, конечно же, не засохло. Ну да, оно, бачишь, не засохло. Потому что это анаэробный. Я сам не знал раньше. То пацаны подсказали. О, повытирал его, вот все чисто, аккуратно. И очень мощно и надежно. Ты не сможешь его провернуть, оно очень мощно держится. Круто получилось. Так как жиклеров нет у меня других, что поставить, то я поставлю те, что были, а потом, может, поменяем. Когда запустим двигатель, посмотрим, как оно едет. Все, собираем все обратно. Трубка эмульсионная. Я его еще раз продул компрессором. Да, она запрессовывается. О, бачишь, вставилась плотно трубка. Все, жиклер главный топливный 70. Жиклер холостого 36. Пусковой 45. Дальше поплавок надо уровень проверить. 3,5 грамма что-то. Может кому-то надо номер оригинальный. Вот такая игла. Вот ставим на 0. Напротив иглы, вот напротив. Вот с этой стороны замеряю. Вот так, чтобы точно было. Ну, примерно. Да, 15,5. Ну, да, предел 15-17 по мануалу. В допусках, в общем. А вот эту прокладочку хочу перекинуть на другую сторону. Да, она уже такая деревянная. Там написано в мануале, что надо новую ставить, но у меня нету. Я ее просто перевернул. Ну, если будет протекать, снимем опять. Пока что собираем так. Чуть-чуть масла, чтобы не на сухую. Пацаны в группе подсказали, что тут резиночки никакой нету. Не идет. Значит, собираем без резиночки. Вот до упора 1,5 сделаю. 1,5. Нашел вот такую железячку. Не знаю, чего это. Она сюда почти подходит. Надо вот тут только обточить. Обточить, чтобы она дальше зашла вот так. Дальше нашел вот такие штуки всякие. Вот такой уголок. Его сюда. Тут надо будет развальцевать, чтобы оно не выпадало. И дальше гаечку взять. Или не надо-то гаечка? Не надо, наверное, законтрагать. И вот такая трубочка. А так оно будет. Тут тросик, вот этот тросик, что тут есть, то он. Значит, по идее, все должно получиться. Проклад. Ну и все, собираем. Пока без тросика собираем.
Кидаем заслонку, иглу. На среднем положении поставлю. Вот эту штуку, фиксатор. Пружинка. О. Бачу. Нормально. Лучше, чем вообще ничего. Осталось поставить вот этот электроклапан, обогатитель и проверить, закрывается он или нет. Как по мануалу подуть сюда. Сначала я думал вот тут постучать по алюминию, чтобы вот этот штуцер стал плотнее. А вдруг оно лопнет? И что тогда, выкинуть карбюратор? Можно попробовать так как есть заклеить и проверить на усилие. Если оно сильно держит, то зачем тут бить? Бо я что-то боюсь бить. Сначала я думал, ну... Что ты предлагаешь? Вот тут бить, чтобы оно лопнуло? Есть шанс, что оно лопнет. Не буду бить. Зачищаю внутри. Оставляю сохнуть на сутки. Посмотрим. Думаю, будет все нормально. Чик бы поставил, если бы вот этот электроклапан был. И шланги подключить. И все. В следующем видео можно было бы проводку делать, чтобы его запускать. Или крышку собирать. Трубу какую-то продам и куплю электроклапан. Шланги. Бачишь, тут бензин стоит, и прикинь, шланг стал мягким. Он был дубовый, а стал мягенький от бензина. И кто-то говорил, написал, что этот фильтр, он не фильтрует. Это все, ну, он типа пересох уже. Надо его снять, проверить. Ну тут сейчас бензин надо будет сливать. Ладно, в следующем видео разрежем его. Когда поставим карпу, будем шланги подключать. Дальше надо вложение, пока не буду собирать, буду трубы делать, продам пару штук. Но надо купить шланги, а то все, вакуум. Чем я занимаюсь на другом канале. То хотел зажигание поставить роторное на Honda Dio. Но по идее его можно было бы сюда поставить, бачишь. Придумать якусь плиту переходную, чтобы регулировать. Но проблема в магните. Магнит это даже от когось мотоцикла, Moto Guzzi. И оно, бачиш, на валу болтается. Вот я думаю, може якийсь переходник придумать. Чи купить другой магнит якийсь. От Peugeot, може он подходит на Honda. Должен подойти, по идее. От Peugeot Spitfire. А под вентилятор переточить вот такую штуку, выточить под 4 болтика для вентилятора. Ну, пока еще думаю. Трубу делал с алюминия, резонатор. Кому интересно, можете посмотреть там на канале Самодел. Пока, до следующих видео.